Ребят, всем здравствуйте. Некоторые зрители моего канала начали сомневаться в том, как вообще обстоят дела с моими орхидеями. Спрашивают и задают такие вопросы. Лена, а есть ли у вас вообще здоровая орхидея? А есть ли у вас цветущая орхидея? Вместо того, чтобы показывать лечение, реанимацию, грустно уже стало. Покажите те орхидеи, которые у вас здоровые. Есть ли они вообще? И для новичков своего канала я хочу немножко рассказать, по какой причине у меня вот такие орхидеи на моем канале. То есть те, которые на восстановлении, на лечении и на реанимации. В августе не стало моей старшей доченьки, моей Даши. И, конечно, соответственно, было было, есть и остается очень тяжело. Мне, ну, не дай бог никому такое переживать. Я думаю, что вы поймете меня, какое у меня было вообще чувство и отношение к цветам, именно к орхидеям. У меня на данный момент нет ни одного цветка, кроме орхидей. И когда не стало Даши, это получается основная часть времени пришлась на осень, на зиму, на весну. И за это время погибла большая часть моей коллекции. А все лишь потому, что я за ними не ухаживала. Мне, ребят, было действительно на тот момент вообще абсолютно все равно. Что с цветами, как с цветами. Поливаются они, не поливаются. Не говоря уже про удобрения, какие-то стимуляции. Да вообще ничего. Я вообще с ними ничего не делала. Я лишний раз подойду к ним, ну, где-то подолью, где-то там не подолью, ничего, в общем, с ними не делала. И тот момент тоже помню, что также холодные подоконники я всего лишь напросто одну подложку им положила, все. Я больше ничего не хотела для них делать, абсолютно. Я еще до сих пор стараюсь сама прийти в чувство. Конечно, получается, но очень тяжело. И также я стараюсь привести в чувство свои орхидеи. Когда я за ними не ухаживалась, плюс холодные подоконники, у многих орхидей случилось бактериальное заболевание. Даже просто случилась у кого-то корневая гниль, гниль на шее, а все лишь потому, что неправильные условия. Любое растение, вне зависимости от того, орхидея это или нет, оно требует к себе внимания, оно требует также полива. Где-то удобрить, где-то простимулировать, где-то что-то еще. И на все это я не обращала внимания. Потом я просто, знаете, как вот смотрю и понимаю, что мои цветы, они просто-напросто вот их что-то вот так раз и все скосило. Я особо на тот момент, я, если честно, в 2020 году, вот 2020-2021 год, я в первый раз узнала, что такое бактериалка. Бактериальное заболевание, даже вообще про это никогда раньше не знала. Ранее ухаживала 6 лет за ними и вообще даже ни разу не сталкивалась, потому что я за ними ухаживала хорошо и давала им должное внимание. А здесь вот все. Смотрю, каждая орхидея да через одну начинает болеть. И то я особо их не старалась лечить. Ну, там какие-то процедуры проводила, так, лишь бы посадить, да вообще хоть что с ними сделать. Ну, у меня было такое состояние, что мне вообще было на них все равно. И да, я довела до такого состояния, что большая часть коллекции моих орхидей, она погибла. Еще такой момент. Я являюсь продавцом. Все те больные орхидеи, изначально, когда я видео записываю, я говорю, мое это растение, либо это растение, которое шло на продажу. И те, которых должны были продаться, и случилось так, что у них, ну, какая-то корневая та же гниль, либо гниль на шее, какое-то заболевание. Я их оставляю себе, я их не могу просто так продать. Лишь бы пропихнуть и больное растение кому-то отдать. Нет, я продавец ответственный в этом плане. И если что, на будущее у меня будут орхидеи ближе к 8 марта. Обращайтесь, приобретайте. Это я говорю вам на будущее. И вот эти орхидеи я также оставляю себе. Я их лечу и восстанавливаю. Получаешь орхидеи почтой. Тоже не каждая орхидея приходит в идеальном состоянии. Какая-то перенесенный весь этот стресс, она начинает болеть.
Опять я ее лечу, ее восстанавливаю и все вам это показываю. Давайте сейчас вместе с вами все-таки глянем на мою коллекцию орхидей. У меня всего, так, ну я бы сказала, 3,5 окна. 2 окна это уже сейчас нормальных, хороших, которые я утеплила и где орхидеи чувствуют себя нормально. Одно вот это окно реанимационное, и в соседней комнате, там получается рядом балконная дверь, и там стоят вот эти тяжело больные, которые с сухой гнилью. Давайте сейчас я вам покажу и расскажу, есть ли у меня орхидеи, есть ли цветущие, есть ли вообще здоровые с нормальными листьями и с нормальными корнями. Я вам покажу всего лишь 2 окна, где стоят у меня здоровые орхидеи. Реанимационное окно уже показывала. Это кухня. Вот такое, ну, небольшое количество орхидей здесь стоит. И получается, цветущих орхидей здесь всего лишь 3. Кому интересно знать о том, что есть ли у меня вообще здоровые орхидеи. Вот, ребят, посмотрите, есть у меня вот такая орхидейка сорта Роттердам. Она изначально пришла ко мне на продажу, но у нее точка роста была уже изначально нарушена. И посмотрите, какая здесь огромная детень наросла. Вот можно было бы ее, по идее, уже пересаживать, но я все равно жду весны. Весной все равно она побыстрее и получше адаптируется, нарастит свои корешочки и приспособится к новому грунту. Так что вот такая детень, которую я здесь выращиваю. Некоторые орхидеи я сюда уже перенесла с реанимационного окна, такая как вот эта орхидея. Также шла на продажу. У нее была гниль у ствола. На данный момент орхидейка с прекрасным идеальным тургором. Новый листик у нее нарос. И, конечно же, вот такая крутая. Даже тяжело мне ее держать. Давайте стоя покажу. Такая хорошая, нормальная, растущая, активная корневая. Растет она изначально в мху. Вот эту орхидеечку я назад ее на окно поставила. Можете посмотреть про нее в этом видео. Это орхидея от Тай, которая была мне отдана недавно. Вам ее также показывала. Она изначально здесь и стояла. Смотрю, что ей хорошо. Орхидейки нормально. Переместила опять на прежнее окно. Вот эта орхидеечка также шла изначально на продажу. Была гниль у ствола. Все хорошо. Вот вон он, корешочек растет. Это тоже я ее себе оставила по причине того, что, видите, у нее там подмазано у шеи. У этой орхидейки красивая, такая ярко-желтая. Вот. Сейчас все нормально, ничего здоровью ее не угрожает. Корешочки наращивает. И листочек также наращивает. Вот эта орхидея, я ее так купила уцененной, потому что у нее листика вот этого не было. Но сейчас орхидея наращивает еще один лист. Я не знаю, это азиатка. Как она будет цвести, прям мне вообще неизвестно. Продавали миксом. Эта орхидея тоже пришла ко мне почтой. До сих пор еще расти и цвести не хочет. Но на данный момент чувствует себя прекрасно. Листики наращивает. И также корни наращивает. Все у нее хорошо. Цвести не хочет. Нет, пока никак. Вот цветонос, даже 2 цветоноса у нее было. Она их потом застопорила. Ничего страшного. Я терпеливая. Я подожду. Вот видите, тоже мне здесь их показывать, доставать отсюда лишний раз и дергать. Я как-то не особо это приветствую. Стоят, да и стоят, и пусть в одном месте стоят. Ну что не сделаешь. Ради вас, любимых зрителей, любимых подписчиков. Вот орхидейка, которую мне муж подарил, и она от жары у нее, ну, с другой стороны, была гниль у ствола. Сейчас она наращивает раз цветоносик и наращивает еще один цветоносик.
Кто-то тоже говорит, почему-то не знаю, что, Лена, вам нужно дополнительное освещение. Ребят, на каждом окне у меня вот эти светодиодные светильники висят. Освещают 14 часов. Так что со светом у меня все хорошо. А вот эта вот орхидея азиатка, она зацвела, знаете, по приходу, наверное, месяца 3 прошло, и сразу же зацвела. Немножко, маленечко, но хотя бы. Вот. Листик также сейчас себе наращивает новый. И корни она нарастила, но активных корней у нее нет. Видимо, потому что все силы забрало цветение, и корни она новые не наращивает. Но вот эти корни она нарастила уже у меня до того, как ей начать цвести. И вот здесь стоит у меня одна тяжеленькая пока на данный момент орхидея. Все равно от реанимации я никуда не уйду. Это моя орхидея сорта Little Zebra. Материнское растение уже, видимо, все свои силы истратило. Надо ее тоже перекопать будет, пересадить и посмотреть, что там. И детку она не успела нарастить. Посмотрите, листики у нее начинают также морщиниться и говорит о том, что этим растениям плохо. Сейчас максимально стараюсь поддерживать влагу внутри грунта. Насыпала циафлору, добавила водички. Посмотрим, может быть, восстановится и не придется пересаживать. Но если нет, то вы ее в ближайшее время уже увидите на канале. Эта орхидея, это моя. Тоже она у меня пострадала от гнили корневой в 2020-2021 году. Красивые цвела, крупные, огромные цветы. Но знаете, тоже смотрю, что еще пока сил-то ей не особо хватает. Видите, вот листик, она его нарастила и затормозила. Также внутри грунта я ее недавно буквально пересаживала. Корешочки вроде бы наращивает, но прям тонюсенькие и прямо кое-как. И подозреваю, знаете, о чем? Что, может быть, в ней до сих пор сидит какая-то грибковость, которая мешает ее развитию. Корни также начинают расти от основания и закукливается. Вот этот корень, его прям видно, что, видите, от ствола рос, закуклился, дальше рос, закуклился и дальше тоже продолжал расти и вновь закуклился. Так что посмотрю на нее и, если что, буду давать ей фунгициды. Потому что развитие у нее ненормальное. Может быть, конечно, и сказывались те условия, что орхидея, ну, изначально же подоконник я вроде бы утеплила, но было прохладно. Не знаю, посмотрим. Наблюдаю за ней. Вот эта орхидея, ребят. Вместе покупала я ее с биглипом. Биглип у меня уже миллион лет назад восстановился, а эта красотка все никак не может восстановиться. Я купила ее отцветшую. Как цвести она не будет, но сказали, как будто должен быть биглипа. Единственное, она вот эти два листика нарастила у меня, но корней абсолютно нет. Про нее я буду записывать отдельное видео. Думаю, что тоже будет интересно. Абсолютно нет новых корней. Покупала я ее 4 октября. И за 3 месяца нет ни одного нового корня. Понаблюдаю и потом вам видео про нее запишу. И чтобы видео не затягивать, ну вот прям про каждую я рассказывать не стану. Как вы, просто я вам говорю о том, что вот мои орхидеи, ну за исключением только лишь вот этой одной, здесь все они здоровые, здесь они все хорошие. Это деточка. Ей этой деточке уже года 2. Растет у ее от пня, выросла и кое-как растет. Так что вот такая ситуация с моими орхидеями. И тоже вот эту вот орхидею я изначально хотела себе оставить. Но видите, случилась гниль на шее. И мне ее тем более пришлось оставить. Сейчас вроде бы немножко в рост идет. Я за нее не переживаю. И если вы вдруг видите на моем канале, что почему, откуда у нее то гнили, то шеи, то еще что-то. А, ребят, вот это вот просто шла на продажу. И теперь стоит у меня. Конечно, уже можно было бы продать, потому что и корешочки свежие есть, и все. Но посмотрим. До того она прижилась, возможно, оставлю ее у себя навсегда. Хочу заострить ваше внимание вот на этой орхидее. Это сорт
Пикассо. Ее, ну, я бы не сказала домашнее цветение, я почему-то, многие говорят, ой, это домашнее цветение. Нет, ребят, я считаю, что это магазинное цветение, просто лишь-напросто цветонос она себе дорастила. Домашнее цветение это уже абсолютно другое, когда то же самое из почек наращивается новый цветонос, вот это домашнее цветение, а здесь она просто дорастила себе цветочки. И что хочу сказать про нее, были ли у вас такие орхидеи вот с такими листиками? Какой-то прям тигровый, какой-то необычный. Я в первый раз вижу такой лист. Я его трогаю, он на вид нормально, все, твердый. И казалось бы, но ничего такого, чтобы могло предвещать беды и говорить о том, что это какой-то больной, это может там гниль какая-то, тоже мокрая, что-то еще. Нет, просто лишь-напросто вот такой вот тигровый. Изначально у него идет темный цвет, а дальше вот, ну слегка даже такого неприятного, некрасивого, даже желто-коричневого цвета. Но думаю, что просто-напросто не хватило хлорофила, который отвечает за цвет листьев. Но буду наблюдать за ней дальше. Думаю, что цвет выправится и будет нормальным. С кухонным окном, я думаю, что мы разобрались. И вы убедились в том, что здесь у меня все нормально и хорошо. Листья торчком, корни наращиваются. Есть цветущие и те, которые наращивает цветонос. Перейдем в зал. Вот мои цветочки, которые растут в зале. Сейчас мы видим только лишь две орхидеи цветущих. Хэппи Минха и, насколько я поняла, Биглип Кимоно начал свое домашнее цветение после обновления корневой системы. У него внутри ранее была полная корневая гниль, и все, что здесь наросло, это благодаря лишь воздушным корешочкам. Хочу сразу запечатлеть вот такой момент. Как только утеплила подоконники, сейчас у меня 22 градуса. На окне это стабильно. Так что пользуйтесь таким утеплением. В этом видео можете посмотреть, как я в пеноплекс поставила, сделала коробку. И здесь стоят орхидеи. Вот эта орхидея, она у меня изначально шла на продажу. Оставила я ее себе, сорт у нее Колибри, по причине, опять же, того, что вот так вот шея у нее загнила. Но сейчас все нормально, хорошо, восстанавливается, наращивает новый корешочек и решила уже отблагодарить меня домашним цветением. Также здесь скоро будет распускаться чармер и черная жемчужина. Вот там вдали, тоже недавно вам показывала, собирается цвести. Вот эта орхидея, черная жемчужина. У нее вот видно цветоносик один. И также буквально недавно, но вам не будет видно, вчера я заметила рост еще одного цветоноса. То есть их сейчас 3. А этот цветонос она изначально наращивала, но потом остановила в росте. Из цветущих или из тех орхидей, которые собираются цвести, здесь на окне больше нет. Также некоторые орхидейки я перенесла с реанимационного окна, потому что у них есть хороший нормальный рост, деточка растет, и также материнское растение прекрасно наращивает корни. Только тогда я их переношу вот на эти окна, на здоровые, так скажем, когда они пройдут адаптацию, лечение, восстановление, то есть все гнилостные процессы остановлены, лишь только тогда они попадают на эти окна. Если было бы что-то здесь прогрессирующее, то, соответственно, сюда бы они не встали и стояли бы на отдельном адаптационном окне. Также данная орхидея, которая пришла ко мне почтой, также хорошо себя чувствует. Можно с опор уже убирать. Я думаю, что листики прекрасно восстановили тургор. Но пока на данный момент цвести не хочет. Зато хочет интенсивно
наращивать корневую систему. Все у нее нормально. И вот такая ровно ситуация с этими орхидеями. Все здоровые, все растущие, все в хорошем состоянии. Вот эту орхидейку мне также отдали. Но не хочет пока расти. Я привела ее в порядок, все. Нарастила ей корешочки, прям идеально у нее. И листики нарастила. Но пока никак не хочет цвести. И даже как она будет цвести, я об этом не знаю и не спрашивала. Вот такая ситуация на этом окне с моими орхидеями. Как вы видите, они здоровые. Листья у них также торчком. Корни они также новые наращивают. И повода для беспокойства абсолютно нет. Я их восстановила. Давайте я вам прям покажу вот так несколько, какие я восстановила. Эту полностью восстанавливала моя. Это моя восстанавливала. Это так и шла с цветоносом, и с точки роста она не пострадала за тот период. Ту орхидею мне пришлось с нуля наращивать эти корни. Это моя, которую я восстановила. Так, это была мне отдана. Эту я себе здоровую оставила. Черная жемчужина не пострадала. Орликин, дай бог, не пострадал. Вот это, не знаю, какой у нее сорт, но будет вот так цвести. Не пострадала. Чармер тоже не пострадал. Эту орхидейку я восстанавливала. И, как вы видите, множество орхидей, даже из моей личной коллекции, мне пришлось восстанавливать. И даже некоторые, такую как вот этот биглип, восстанавливать с нуля. Когда орхидеи полностью восстановленные и здоровые, только теперь я ожидаю от них цветения. Так скажем, в знак благодарности того, что я сама загубила их, но, видит Бог, я не хотела, и сама их восстановила. Вот такая ситуация у меня на сегодняшний день. Вы все сами видите, все сами посмотрели. И хочу сказать, что есть у меня орхидеи здоровые, есть у меня орхидеи хорошие, и также есть орхидеи цветущие. Конечно, цветущих мало, да, их очень мало. А опять же, почему? Потому что некоторые из них я вывела из больного состояния, и они начинают цвести. Опять же, тот фактор, что были холодные подоконники, были плохо утеплены. Сейчас я им нормально сделала температурный режим и надеюсь, что уже в ближайшее время они начнут радовать меня своим цветением. Не все безоблачно, не все так плохо. Какую часть коллекции я смогла восстановить, я ее восстановила. Растут корешочки, листочки, все наращивает, все с ними прекрасно. И знаете, вот сама по себе я люблю, даже если смотреть какие-то каналы, чтобы видео было, ну, такое полезное, поучительное, лечение, восстановление, просто я это люблю. И поэтому я ориентирую свой канал на это. Если я вдруг вижу, что блогеры, да, показывают цветение своих орхидей, мне это как-то не особо интересно. Но не знаю почему. Может быть, вам, как зрителям, хочется этого видеть и понимать, да, что вот, допустим, у автора моего канала не все так плохо. Лена, может быть, действительно вы просите меня о правильных вещах. Лена, покажи, у тебя все восстановление, лечение, а где у тебя хоть действительно есть ли здоровое растение? С одной стороны, я задумывалась об этом, но я не думала настолько, что вы не понимаете картину вообще всего происходящего с моими орхидеями. И я сама люблю, вот я прям люблю восстанавливать их, лечить, реанимировать, как-то и чем-то помогать. Конечно, я довожу их до здорового, идеального состояния, до того момента, как вот они уже начинают цвести, выгоняют цветоносы и готовятся к цветению. Конечно, каждый орхивод, он хочет от орхидеи в первую очередь цветения. И то же самого и я добиваюсь. И когда уже орхидея начинает зацветать, ну да, красиво, ну да, молодец. И как-то особо мне про них
Ну, рассказывать нечего, я не знаю. Цветущая, ну, размер цветочка, там что я могу сказать? Размер листиков. Ну да, корешочки хорошие, листики хорошие. Ну, видимо, это не мое. Говорить про цветение, орхидей и что-то в этом роде. Я считаю, что я все-таки большая молодец, что я смогла, нашла в себе силы восстановить хотя бы половину своих орхидей, что не вся коллекция, она у меня ушла в орхорай. Те орхидеи, которые шли на продажу, также я смогла им помочь. И знаете, ну где-то может быть, примерно я скажу, из 30 штук, которые у меня шли на продажу, буквально, наверное, 5 орхидей, которые я не смогла спасти. У них случилась стволовая гниль полностью. Остались, конечно, вот эти вот пенечки. Ну и все, и больше ничего. Реанимация и лечение лучше всего у меня получается. Ну и также получается довести орхидею до состояния цветения. Сейчас начнется более теплое время года, весна. И орхидеи, да любое растение, оно начнет оживать. Они начнут еще больше и интенсивнее наращивать корни, наращивать листья. Ну а пока я стараюсь, конечно, адаптироваться к своим подоконникам, к холодным. А, кстати, летом они начнут у меня быть горячими. Мне приходится даже летом полностью опускать рулонные шторы, потому что так сильно печет, что да, что бы я на окна не приклеивала, что бы я там не делала, все равно есть такое, что обжигаются. И летом мне теперь тоже что-то нужно будет придумывать для того, чтобы мои орхидеи на окнах не сгорели. Я вот прям белой завистью, девочки, мальчики. Не люблю, конечно, завидовать, но тем не менее, когда я вижу на фотографиях вот стеллажи, все это красота, все вот прям и орхидеи, видно, что они чувствуют себя прекрасно и хорошо, я хочу так же. Но у меня в квартире пока нет возможности, где разместить эти стеллажи. Думаю, ладно, детишки у нас подрастут, женятся, уйдут из нашего дома, и тогда в моем распоряжении будет очень большое пространство, где я также смогу установить стеллажи и дать орхидеям максимально идеальные условия. Я, конечно, знаю, и это я вам все показываю, как орхидеи должны расти, при каких условиях, для того, чтобы они не болели и не превращались в реанимационные орхидеи. Я думаю, что вы сейчас меня понимаете и понимаете вообще всю ту картину, которую я вам показала и рассказала. Всем, ребят, спасибо большое за просмотр. Всем пока.